Всем доброе утро. Бегу на море. Но перед этим должна найти где-то интернет, потому что я утром начала закачивать видео. И у меня он закончился, мобильный мой. Домашний я так и не сделала. Мы пошли спрашивать. Нам сказали, что минимум, Турксель, например, на 2 года. Если мы отказываемся в какой-то момент, то мы должны заплатить штраф. Я говорю, а какой штраф? Мало ли, всякое бывает. Переезжаем или, вы понимаете, да? Мы иностранцы, это как бы не наша родина, и мало ли что может случиться, мы можем переехать в любой момент или в другой город, или в другую страну. Мы не знаем, какой штраф. Может быть 500 лир, может быть 100. Я говорю, а кто знает, можно же как-то спросить. Никто вам не скажет. То есть на тот момент, когда вы откажетесь, какая будет сумма, вот тогда вам и скажут. Вот, и можно, конечно, еще в какие-то фирмы походить, посмотреть, но почему-то вот на это время не находится никак мы до этого не дойдем. Поэтому пока иду, сяду или на Эшикларе, Старбаксе, или там еще одно кафе, там вроде бы неплохой интернет, заброшу и пойду на море. Потому что у нас передают целую неделю дождей, а так как это уже октябрь, у нас подозрение. Ой, я куда-то зашла. Что сегодня так много машин здесь. Так как это уже октябрь, подозрение на то, что уже мы в море не покупаемся. Это мне вчера подружка такая звонит, говорит, Юля, ты представляешь, конец лета. Говорю, вообще, да, уже как бы почти скоро конец октября, не то что лето. Говорит, так быстро. Люди говорят, мы на 2 недели в отпуск приезжаем, нам не хватает. Мне 4 месяца не хватило. Понимаете? Не то что 2 недели. То есть я маньяк, конечно, плавания. Вчера пошла на море, на свое место, знаете, на свою точку, не на коне Алты. Боже, я так оторвалась. Я опять поплыла далеко. Конечно, вода уже прохладненькая. Но не знаю, вот почему-то, вот насколько Тёме нравится конь Алты, сыну моему, вот настолько мне нравится моя точка. Вот все, я просто обалдею там. Вчера небо и море было одного цвета, серого. Вот если бы на горизонте не было домиков, да, вот горизонт Анталии не было видно построек, то можно было сказать, знаете, черный квадрат Малевича, да, это серый квадрат Анталии был. Такая, боже, ни одной волны. Ты плывешь, я опять поплыла далеко и возвращаюсь, мужчина говорит, боже, мы уже напугались, мы думали, вы утонули, мы просто вас из виду потеряли, вы так далеко поплыли, мы уже начали все волноваться. Мы так разговорили с ним, он, оказывается, в Рамаде ходит в фитнес-зал. Если сегодня все получится, он мне покажет его. Уже поднимаюсь на лесенке, сидят женщины, не знаю, может 50-60 лет, честно, и говорят, такие смешные, говорят, боже, мы вам аплодируем стоя, если бы была медаль, мы бы вам медаль дали. Я смотрю, не могу понять, прикалываются, понятно. Говорит, вы так далеко заплыли, мы все сидели и наблюдали. Турчанки, понимаете, вот разное мнение о турчанках, что они там двуличные и такое. Я хочу на эту тему тоже как бы снять видео. Вот даже такой маленький пример. Да. Они могли промолчать, ничего не сказать, там фыркнуть или что-то. Нет, они открыто просто сказали то, что думают. Посмеялись все вместе и разошлись. Вчера еще в церковь сходила, так хорошо. Не знаю, знаете, я обычно в воскресенье иду, а это вот захотелось. Все, я побежала на 6. Я, правда, установила вчера мировой рекорд свой личный рекорд. Я от дома, я чуть-чуть выше, чем Марк-Анталия живу. То есть мне до Марк-Анталии еще 7 минут. И от Марк-Анталии до Каралиулу парка, до церкви, где-то за все я прохожу 40 минут. Ладно, 30. 30 это если я быстрым шагом иду. Я вчера, походу, за 20 долетела. Просто долетела. Артем говорит, мама, а раньше нельзя выйти, да? Я говорю, как-то я собиралась. Говорит, ты всегда так собираешься. Говорит, вот мне на 6, да, возле Марк-Анталии. Я на работу еду. У него, кстати, вчера первая работа была. Я такая довольна. Я так прыгала, как ребенок возле него. Говорит, ма, я вижу, что ты выспалась, да, наверное? Ты, говорит, больше радуешься, что у меня работа, чем я. Может, кому-то интересно будет, кто живет в Анталии. По пятницам в церкви проходит панихида. То есть
ну вот в Украине, в России как? У вас кто-то умер, не дай боже, там. И вы идете в тот день, естественно, когда правится там 9-й, да, 40-й год. И здесь, к сожалению, так нельзя сделать, потому что у нас батюшка один, поэтому у нас панихида идет только по пятницам. Ну, я просто пошла, ну, плюс, конечно, помянуть. Сейчас всем приходят смс-ки 19-20 октября, да, скидки в Росмане, в Градисе. Девочки просят, говорит, Юль, ты там рядышком живешь, пойди посмотри, правда ли. Я зашла, когда на море шла. Я говорю, девочки, не знаю. То, что я покупаю, осталось ту же цену, не изменилось вообще. На некоторых товарах просто стоит больше цена, которая зачеркнута, и осталась та же самая. Ну, то есть уже, если раньше реально были скидки, да, я рассказывала, что они, ну, честно, сбрасывают в 2 раза, то сейчас, я так понимаю, все взяли моду у нас, и никто ничего не скидывает, просто дают рекламу. Попробовала в Старбаксе интернет, на Ишекларе он тоже такой тугой, и я подошла ближе сюда, Салмон, кафешка напротив Караулю парка, ну ничего, получше интернет. Я села, но все равно не такой быстрый, как хотелось бы. Вот красный свет горит, и машины стоят. Так что я не понимаю, куда, как переходить дорогу. А из-за того, что встреча на 10, и я не могу ее отменить, потому что, ну вы знаете, в море телефоны никто не записывает. Я просто не могу сказать человеку, что я не приду. Поэтому я попросила, говорю, можно оставить компьютер? Они на меня смотрят. Говорю, ну, пожалуйста. Говорит, ну ладно, пусть остается, нам-то что. Боже, какая сейчас погода, вы даже не представляете. Такой кайф, я обожаю вот октябрь, сентябрь в Анталии или весну. Это обалдеть как. Ну, конечно, еще бы так потеплее, чуть-чуть вода была в море. Рай на земле, вот честно вам скажу. Рамада отель, мы вот пришли. Фитнес нормальный, небольшой, не маленький, очень много тренажеров. Бассейн, ну, конечно, олимпийский, он намного больше, но если он подогревается нормально, то можно ходить. Какой-то еще один бассейн будет наверху открываться, зимой даже будут нагреваться, ну, по крайней мере, так говорят. В принципе, туда ходят гости, и вот кто берет абонент на 3 месяца, можно на месяц, по-моему, 300 лир, и на год. По ценам, честно, я тут не уточняла. Мне предложили сегодня остаться на день. Я, конечно, отказалась. Спасибо. Иду сейчас забирать липтоп. Отнесу им, положу туда, попросила, и пойду уже на море. Потому что, ну, на море липтоп тащить, знаете, там все-таки вы видели такой обрыв, он может просто съехать. Я знаю, что каждую пятницу там проходила сальса-вечеринка. Именно в Рамаде. Очень прикольно, знаете, люди так собираются. Я один раз попала с подружкой, мне так понравилось, натанцевалась вовсю, со всеми учителями перетанцевала. Я же как бы, ну, не профессиональный сальсу танцую, но, знаете, когда мужчина ведет, то там, в принципе, тренироваться не надо, ты просто его слушаешься и делаешь все то, что он. Кто будет искать как бы отель на зиму, может рассмотреть и этот вариант. Ну, номера я не видела, не могу вам сказать. И какая там еда, тоже не знаю. Это в Рамаде отеле туннель такой есть, представляете? Это пошла уже вторая часть туннеля, она такая поменьше, идет уже вниз. Красота какая, столько людей в отеле. Я прям в шоке. Все загорают, последние денечки лета ловят. Здесь есть дайвинг-центр. Вот ребята собираются. Они сейчас собираются вот туда, видите, они называют это носиком. Вот там внизу находится утонувший самолет. И вот они будут спускаться и смотреть на него. Может, кому-то нужно для справки, сразу говорю, Сельман кафе, плохой интернет. То есть за 1,5 часа закачалось только 40%. Вот, я взяла компьютер, вернулась в Рамаду, поставила там. И там быстро пошло, я уже подождала, пока загрузится. Потом поплыла в море. Вы знаете, вот когда туда плывешь, так вот легко, знаете, когда в море, ну, минут 20, наверное, я в море плыла, до яхточки доплыла. И я разворачиваюсь. Но я видела, что волны такие, ну не очень большие, но нормальные. Я разворачиваюсь, боже, а меня отнесло
Я думаю, Юля, ты вообще молодец. Ну, я начинаю плыть назад. Ну, а куда деваться? Что, опять можешь показаться? Ну, потом смотрю, не, вроде не можешь. Хотя, может, уже, знаешь, думаешь, ну, вроде бы первый раз не тронул, второй не должен быть. И я плыву, а так я уже понимаю, что я уже не могу на спину лечь, потому что волны. Так обычно утром ляжешь на спину и все, а это волны, ты захлебнешься. И я настолько сконцентрировалась, чтобы плыть, чую свист. Думаю, так, Юля, девушки на свист не оборачиваются. Ну, я как бы, знаете, ну, потом думаю, Юль, ты от берега, черт знает где. Ну, если тебя даже не видно, понимаешь? Тебя никто не видит оттуда. Кто может с берега свистеть? Я поворачиваю голову. Я не знаю, как можно плыть, чтобы не увидеть корабль. Как? Ну, обычно я же вижу корабли, знаете, я или впереди его плыву, если он далеко, или жду, пока он проплывет. А это он вообще возле меня за пару метров, двухэтажный корабль. А фотограф, видимо, понял, что я не вижу. Это было, конечно, очень удивительно, как можно было не увидеть. И он мне свистнул, чтобы я остановилась, чтобы не поперла на корабль. Нормально? Вот скажите, вот нормально? Вот как можно-то? Я вообще такая стою, корабль вот так перед носом проплывает. Мужчина, ну, видно, капитан, он без фуражки, не знаю, говорит, ну, все нормально, может помочь? Я так хотелось, конечно, сказать, чтобы подкинули, а потом думаю, боже, Юля, вылазь на корабль, потом опять слазь. Нет, я говорю, нет, все нормально. Вот, так что вот так, понимаете? То есть я еще мало... Я не знаю, как можно было не увидеть корабль, Юля. Как? Ну, вы понимаете, он так тихо идет, это же не моторная лодка. Да, вот такие на приколы нашего городка. Ну, честно, еле доплыла. Ну, посмотрела я по часам, часик плавала. Просто из-за того, что волны, тяжело было. И поздно я же сегодня пришла, потому что долго с этим интернетом возилась. И я думаю, лягу, никого нет, женщина в море. Говорит, боже, мы уже опять, куда она, на коне ты поплыла или что? Поговорила с ней, и я думаю, прилягу. Ну так, позагораю, ну высохну хотя бы. Вы знаете, я, наверное, уснула. Просыпаюсь, она возле меня сидит, такая турчаночка, обалденная, знаете, она накрашенная. Вот она, вот я пошла в море, она была, и она вот на том же месте, она не плыла, она лепалась там себе. Там же, вот все это время часик была, и после меня вылезла, я даже не слышала, когда она вышла с моря. Сидит, кофе пьет, сигаретку курит, знаете, ну, в термосе принесла себе кофе. Вообще красавица. И мы разговорились, у нее 2 детей, близняшки. По 20 лет, вообще не выглядит на свой возраст, абсолютно. Я вот обожаю таких турчанок, они такие, ну, королевны, знаете, вот такие добрые. Вот прям приятно было поговорить с ней. Я проснулась, думаю, нормально, Юля. А знаете, почему там хорошо? Я уснула. Ты ложишься на дерево, а под тобой море внизу, и когда оно бьется об камни, такое чувство, что ты тупо вот на море. На море. Я говорю, это надо было вот 3 километра плыть, чтобы полежать на спине, если можно было здесь вот на деревяшке ляжешь, и тоже ощущение. Ой, сейчас иду домой, такая вся, знаете, так классно. Такое какое-то, не знаю, успокоение. Хотя уже пошло вот это. Машины, кони у нас. Видно вам кони. Любят люди. Я говорила, по-моему, 15 минут 50 лир, 30 минут 100 лир. Такие сейчас цены. Доллары, евро не буду говорить, потому что оно скачет. Все, иду я по Шеклару. Господи, хоть кто-то взял у меня этот рюкзак. Я уже отвыкла компьютер носить, лэптоп свой, а еще мокрое полотенце. И вы же понимаете, здесь идет трамвай старенький. Даже если я на него сяду, он поедет на Кони-Алты. А дойти еще до нового трамвая еще надо. Так чуть-чуть неудобно здесь. Боже, людей море, море, море. Все, ну правильно, суббота, все вышли за покупками. Зашла в Гратис посмотреть шампунь.
и поняла, что я ничего не увижу, там просто тупо очередь от выхода. Заворачивается за вот прилавки и кассе. Все размели, абсолютно пустой магазин. Я позвонила Тёме, сына говорю, приедь за мамой, пожалуйста, на велосипеде. Он говорит, мам, я только кушаю. Я говорю, сына, мама вот будет сидеть на лавочке, потому что все, я не могу этот рюкзак тащить. Хотела в Starbucks сесть, все занято полностью. Стоят люди еще возле Starbucks, ждут, когда столики освободятся. Я уже стоять не могу, я сегодня реально, знаете, так наплавалась. И так же сижу на лавочке, нарезаю видео. Приехал сына, забирает у меня чемодан, правда, я не знаю, куда он сейчас вот так сделает. И отвезет домой, а я уже пешочком. Тёмочка уехал объезжать, потому что столько, говорит, народу вообще не может проехать там. На этой стороне еще так нормально, но на той вообще толпа. В магазинчике всегда полно народу. Там всякое такое маленькое бижутерия. Боже, такие цвета, форма. Вырви глаз, мне мама так говорила. Но мерить нельзя, написано. 25 лир, по 20 лир. Ну, то есть не дешевые сережки, я вам скажу. Зашла в одну кафешку взять Смит. И смотрите, здесь вот инжир, орехи грецкие и фундук, господи, как забыла, фисташки. Вот, килограмм 50 лир они сами делают. Это кафешка Алтай-Лар, находится вот сразу остановка Исмет-Паша. Трамвай нас снял уже почти дома. Я в этой кафешке купила ачму шоколадную. Я, наверное, вкуснее ничего в жизни не ела. Вы понимаете, да, я позавтракала в 7 утра. Сейчас 4. 4:14, то есть я где-то в 4 уже пообедала. Ну да, я там чай пила, горячий шоколад. Ну, то есть, это не помогает. После моря еще такой, ну, мне что-то так хорошо, я такая, да, как под кайфом. Ачма бесподобная. Сейчас пошла такая тенденция, много пекарень, большинство, начинают махлевать. Вот, из-за того, что цены поднимаются, как бы не хотят поднимать, они добавляют очень много разрыхлителя, дрожжей. И вот что смиты бывают очень большие, они, ну, на вкус уже не то. И также ачма. Вот кругом, где я не пробую, куча разрыхлителя, оно невкусно. И вот здесь мне понравилась она. Это такие, как бублики, только мягкие в середине. Они бывают с начинкой, там, с оливками, с шоколадные, еще с чем-то. Я просто шоколадные только люблю. Или даже просто саму ачму. И на Кони-Алты, когда мы ходили на курсы, от Силаева поднимаясь вверх, проходя центральную дорогу с правой стороны, какая там вкусная ачма. Все, вы знаете, я когда и шла в конце на уроке, в любом случае, даже если мы опаздывали с подружкой, мы должны были туда зайти, я брала ачму, все, значит, день состоялся. Я вас целую, обнимаю, люблю. Всем хорошего дня.